Что скрывается под 4-километровой толщей антарктического льда, от чего ученые потеряли дар речи? В 2012-м российская экспедиция пробурила скважину до озера Восток, изолированного от внешнего мира 20 миллионов лет. Приборы зафиксировали температурную аномалию, плюс 18 градусов на глубине, где должен быть лед. Спутники засекли магнитную аномалию размером с большой город. Но самое жуткое, гидролокаторы обнаружили под водой структуры с четкой геометрией, которые не могла создать природа. Когда первые образцы воды подняли на поверхность, в них нашли неизвестные формы жизни с ДНК, не похожие ни на что земное. Сергей Булат, микробиолог из Петербургского института ядерной физики, трижды проверил результаты анализов, прежде чем решился сообщить коллегам. В пробах воды из озера Восток обнаружились бактерии с совершенно нетипичной структурой клеточной мембраны. Их ДНК содержала последовательности, которых нет ни в одной базе данных известных организмов. Температура их жизнедеятельности от минус 12 до плюс 18 градусов. Обычные земные бактерии при таких условиях просто погибают. Американская станция Амундсен-Скотт зафиксировала серию слабых сейсмических толчков, исходящих от района озера Восток. Толчки повторялись с пугающей регулярностью. Каждые 12 часов, словно кто-то включал и выключал гигантский механизм. Сейсмологи из Калифорнийского университета построили трехмерную модель источника колебаний. Эпицентр располагался не в земной коре, а непосредственно в толще воды озера, на глубине около 400 метров. Французский глициолог Жан-Робер Пети изучил ледяной керн, поднятый с глубины 3768 метров. В слое льда, сформировавшемся примерно 15 миллионов лет назад, он обнаружил микроскопические металлические включения. Спектральный анализ показал сплав титана и никеля в пропорции, которая не встречается в природных минералах. Кто-то произвел этот металл искусственно, но 15 миллионов лет назад на Земле не существовало даже приматов. Георадарное сканирование выявило под дном озера структуру протяженностью 2 километра. Ее форма напоминала цилиндр с идеально ровными стенками. Плотность материала превышала плотность базальта в 1,5 раза. Британский геофизик Майкл Стадингер опубликовал данные, от которых научное сообщество пришло в смятение. Радарные волны частично отражались от объекта, а частично проходили сквозь него, меняя частоту. Так ведут себя только искусственные композитные материалы со сложной внутренней структурой. Температурные датчики, опущенные в скважину, зафиксировали тепловой поток от дна озера мощностью в 120 милливатт на квадратный метр. Это втрое выше, чем должно быть в этом регионе. Источник тепла находился не в земных недрах, а в самом загадочном объекте на дне. Глубоководный зонд с видеокамерой опустили в озеро 5 февраля 2013 года. На глубине 320 метров камера зафиксировала свечение. Мягкий голубоватый свет исходил снизу, хотя солнечные лучи не проникают сквозь 4-километровую толщу льда. Источником оказались колонии биолюминесцентных организмов, покрывавших подводные скалы. Эти существа светились не химическими реакциями, как обычный планктон. Спектрометр показал, что свечение имеет узкий диапазон волн – 450 нанометров, словно кто-то настроил живые организмы на определенную частоту. На дне зонд обнаружил систему тоннелей, уходящих в скальную породу. Стенки тоннелей были слишком ровными для естественных пещер. Диаметр каждого прохода ровно 3 метра, угол наклона строго 23 градуса. Геологи не смогли объяснить, какие природные процессы могли создать такую геометрическую точность. Лазерное сканирование показало, что поверхность стен оплавлена. Температура когда-то достигала 1200 градусов. Гидробиолог Элизабет Каннингем из Кембриджа изучила образцы воды из придонного слоя. Концентрация кислорода там была в 4 раза выше, чем у поверхности. Откуда кислород в изолированном озере под километрами льда? Приборы зафиксировали его постоянное поступление из тоннелей. Внутри скалы работал источник, производящий кислород. Процесс, который на Земле доступен только растениям на свету или промышленным установкам. Магнитометры зарегистрировали аномалию, которая заставила физиков усомниться в исправности оборудования. Магнитное поле в районе тоннелей меняло направление каждые 6 минут, создавая вращающийся магнитный вихрь. Напряженность поля достигала 3000 нанотесла, в 60 раз сильнее естественного геомагнитного фона. Подобные поля генерируют только мощные электромагниты или ускорители частиц. Робот с манипулятором взял пробу породы возле входа в тоннель. Анализ выявил следы обработки высокотемпературной плазмой. Кромка породы содержала микроскопические сферы застывшего кремния, характерный признак плазменной резки. Эту технологию человечество освоило только в конце 20 века. Дистанционно управляемый аппарат продвинулся вглубь тоннеля на 800 метров. Камеры передали изображение, которое немедленно засекретили.
На стенах тоннеля виднелись символы, ряды знаков, выгравированных с математической точностью. Лингвист Дэвид Джао потратил 3 месяца на анализ и обнаружил повторяющуюся последовательность из 64 элементов. Точно такую же структуру имеет генетический код – 64 возможные комбинации триплетов ДНК. Археолог Наталья Соколова сравнила символы с древними письменностями. Совпадений не нашлось. Зато компьютерный анализ выявил, что знаки содержат бинарную информацию. Каждый символ можно прочитать как последовательность нулей и единиц. Расшифровка первого фрагмента дала координаты. Широту минус 78 градусов, долготу 106 градусов. Именно там находится озеро Восток. Тоннель привел робота в огромную полость. Сканирование показало пространство размером 300 на 200 метров. В центре возвышалась конструкция высотой 40 метров. Ее поверхность была покрыта тем же сплавом титана и никеля, что нашли в древнем льду. Инфракрасная камера зафиксировала температуру объекта – плюс 37 градусов. Спустя миллионы лет изоляции он все еще излучал тепло. Углеродный анализ органических отложений на полу пещеры дал результат, который противоречил всем учебникам геологии. Возраст образцов – 12 миллионов лет. Изотопный состав указывал на внешнее происхождение материала. Соотношение изотопов кислорода не совпадало с земным. Эти органические молекулы сформировались за пределами нашей планеты. Акустические датчики уловили низкочастотные колебания, исходящие от конструкции. Частота 0,3 Гц, ниже порога человеческого слуха. Но самое странное, сигнал был не хаотичным. Математик Андрей Волков применил преобразование Фурье и выделил в шуме структуру. Сигнал содержал последовательность простых чисел: 2, 3, 5, 7, 11. Универсальный способ сказать разумному существу – это послание. Спектрометр обнаружил в воздухе пещеры следы ксенона-124. Этот изотоп на Земле практически не встречается. Его производят только в ядерных реакторах, или он образуется при распаде трансурановых элементов. Концентрация была микроскопической, но факт его присутствия говорил об одном. Здесь когда-то работал источник энергии, основанный на ядерных реакциях. — 23 февраля 2013 все исследовательские станции в радиусе 500 километров от озера Восток получили приказ о немедленной эвакуации. Официальная причина – угроза разрушения ледника. Спутниковые снимки показывали обратное. Лед оставался стабильным. Американские военные транспортники вывезли персонал за 48 часов. Российская станция «Восток» закрылась впервые за 58 лет непрерывной работы. Пилот чилийских ВВС Карлос Рамирес нарушил приказ и пролетел над запретной зоной 27 февраля. Его бортовая камера зафиксировала колонну военной техники, движущуюся по льду. Грузовики, вездеходы, контейнеры на санях. Техника шла от 4 разных станций к одной точке – координатам озера Восток. На следующий день Рамиреса отстранили от полетов. С камеры изъяли, но копию он успел передать журналистке Марии Эспиносе. Запрещают военную деятельность на континенте. Но спутники частных компаний засекли радарное излучение военного диапазона в районе озера. Частота сканирования 3 ГГц, типичная для систем обнаружения подземных объектов. Радары работали круглосуточно в течение 3 недель. Геофизик Томас Марш из Стэнфорда анализировал сейсмические данные и заметил странную закономерность. После начала эвакуации толчки от озера прекратились полностью. Словно кто-то выключил источник колебаний именно тогда, когда туда направились военные. Последний зарегистрированный толчок произошел 22 февраля в 23 часа 40 минут, за 4 часа до объявления эвакуации. Хакерская группа опубликовала переписку между Пентагоном и Министерством обороны России. Документы упоминали объект класса 0 и протокол первого контакта. Письма датировались январем 2013 за месяц до эвакуации. В одном сообщении значилась фраза «Объект демонстрирует признаки реактивности на внешние стимулы». Через 2 дня все ссылки на документы удалили, сайты заблокировали. Метеоролог норвежской станции Тролль зафиксировал аномальное явление 1 марта. Над районом озера Восток температура воздуха поднялась на 12 градусов за 3 часа. Красные спутники засекли тепловое пятно диаметром 2 километра. Температура поверхности льда достигла минус 15 градусов, на 40 градусов выше нормы для этого региона в марте. Источник тепла находился под ледником и выделял энергию, эквивалентную работе небольшой электростанции. Палеоклиматолог Ричард Элдридж восстановил историю антарктического ледника по кернам льда. 20 миллионов лет назад Антарктида не была покрыта льдом полностью. Средняя температура составляла плюс 5 градусов. Росли леса из южных буков. Анализ пыльцы показал резкое изменение климата 15 миллионов лет назад. За 300 лет температура упала на 30 градусов. Континент покрылся льдом со скоростью, которую не объясняет ни одна климатическая модель.
Образцы донных отложений из озера Восток содержали пепел вулканического происхождения, датированный тем же периодом. Но химический состав пепла озадачил вулканологов. Концентрация иридия превышала норму в 200 раз. Такое содержание иридия характерно для метеоритов или ядерных взрывов. Геологи исключили вулканическую активность как причину. Ни один известный вулкан не производит подобный состав. Ледяной керн с глубины 3200 метров содержал пузырьки воздуха возрастом 14 миллионов лет. Из газового состава шокировал климатологов. Концентрация углекислого газа была в 5 раз ниже современной, а содержание кислорода почти на 7% выше. Атмосфера древней Антарктиды больше походила на искусственно очищенную среду, чем на результат естественных процессов. Биолог Хироси Танака обнаружил в образцах льда споры неизвестных микроорганизмов. Их клеточная стенка содержала полимеры, не встречающиеся ни у одной известной формы жизни. Генетический анализ показал, что эти организмы не вписываются ни в одно из царств земной жизни. Их ДНК использовала не 4 азотистых основания, как у всех земных существ, а 6. Дополнительных основания ученые синтезировали искусственно только в 2014 году. Изотопный анализ металлических включений из керна дал невозможный результат. Соотношение изотопов свинца указывало на возраст 4,2 миллиарда лет, период формирования Солнечной системы. Но сплав титана и никеля был создан искусственно. Получалось, что кто-то произвел этот металл 4 миллиарда лет назад, когда Земля еще не остыла после формирования, а потом этот материал попал в антарктический лед 15 миллионов лет назад. Астробиолог Кевин Хэнд из НАСА выдвинул гипотезу, которую коллеги сочли безумной. Он предположил, что под озером Восток находится не объект, упавший с неба, а остатки базы внеземной цивилизации, существовавшей на Земле до появления человека. База использовала геотермальную энергию и производила кислород, поддерживая экосистему озера миллионы лет после того, как ее покинули создатели. Инженер Алексей Горбунов работал на станции «Восток» оператором буровой установки. Перед эвакуацией он скопировал видеозаписи с подводного зонда на личный накопитель. Через 8 месяцев после возвращения в Петербург он загрузил 10-минутный фрагмент на анонимный файлообменник. Видео набрало 3 миллиона просмотров за 2 суток, прежде чем его удалили по требованию властей. На кадрах зонд приближается к конструкции на дне подземной полости. Объект имеет форму сплюснутого эллипсоида с 3 симметричными выступами. Поверхность покрыта сеткой линий, образующих шестиугольные ячейки размером около метра. В центре каждой ячейки видна круглая впадина. Когда зонд включил прожектор, впадины начали светиться изнутри тем же голубым светом, что излучали организмы на стенах озера. Камера зафиксировала момент, когда манипулятор зонда коснулся поверхности объекта. От точки касания разошлась волна свечения, пробежавшая по всем линиям сетки за 2 секунды. Яркость света увеличилась в 10 раз. Датчики зонда зарегистрировали скачок электромагнитного излучения. Мощность выросла с 3 до 80 милливатт на квадратный метр. Следующие кадры показывают, как один из выступов объекта начал двигаться. Движение было плавным, механически точным. Выступ повернулся на 30 градусов за 5 секунд. Из открывшегося проема вырвался поток воды под давлением. Температурные датчики показали нагрев до 22 градусов. В озере с температурой -3 это выглядело как извержение гейзера. Зонд отплыл на безопасное расстояние. Камера продолжала снимать. Из проема выдвинулась конструкция, похожая на антенну. Тонкий стержень длиной около 5 метров с утолщением на конце. Утолщение начало вращаться, создавая вихревой поток в воде. Акустические датчики уловили звук, низкий гул частотой 20 Гц, который нарастал в течение минуты. Последние секунды записи показывают самое жуткое. Вся поверхность объекта засветилась одновременно. Свет стал настолько ярким, что камера автоматически уменьшила чувствительность. Затем произошел импульс. Вспышка, от которой изображение превратилось в белый шум на 3 секунды. Когда картинка восстановилась, объект снова был темным и неподвижным. Но все приборы зонда показывали критические ошибки. Электроника вышла из строя. Связь прервалась. Эксперты по компьютерной графике из 3 независимых лабораторий исследовали видео. Все 3 подтвердили. Признаков монтажа или компьютерной обработки нет. Запись подлинная. Президент США Барак Обама и президент России Владимир Путин провели закрытую встречу в Женеве 7 марта 2013 года. Официальная повестка. Переговоры по Сирии. Но журналист Джеймс Райзен из New York Times получил информацию от источников в Госдепартаменте. 90% встречи посвятили Антарктиде. На переговорах присутствовали главы разведок обеих стран и директор НАСА Чарльз Болден. Через неделю после встречи Китай, Великобритания, Франция и Германия объявили о создании Международного антарктического консорциума. Бюджет $12 миллиардов на 5 лет. Официальная цель – изучение климатических изменений.
Реальность. Все участники консорциума направили в Антарктиду военных специалистов под видом научного персонала. Сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден в июне 2013-го передал журналистам архив секретных документов. Среди материалов о слежке затерялся файл с кодовым названием «Проект Горизонт Восток». Документ содержал протокол совещания Совета национальной безопасности от марта 2013-го. В протоколе значилась фраза «Объект демонстрирует признаки автономной активности и реагирует на внешнее воздействие целенаправленными действиями. Рекомендуется рассматривать как потенциально разумную систему». Астроном-любитель Дэвид Тейлор из Австралии направил свой телескоп на Антарктиду 19 апреля 2013. Он использовал инфракрасный фильтр для наблюдения за погодными явлениями. Камера зафиксировала вертикальный столб излучения, поднимающийся от района озера Восток на высоту 20 километров. Диаметр столба около 300 метров, температура на 15 градусов выше окружающего воздуха. Излучение продолжалось 17 минут, затем резко прекратилось. Пилоты гражданской авиации, летавшие над Южным океаном, начали сообщать о странных помехах в навигационном оборудовании. Магнитные компасы отклонялись на 10-15 градусов при полетах южнее 60-й параллели. Отклонения возникали внезапно и длились от 5 до 30 минут. Международная организация гражданской авиации выпустила рекомендацию избегать маршрутов южнее 65-й параллели. Сейсмические станции по всему миру зарегистрировали аномальный сигнал 23 июня 2013 года. Источник — Антарктида, район озера Восток. Это не был обычный подземный толчок. Сигнал имел строго синусоидальную форму с частотой 0,8 Гц. Частота волн Шумана, резонансная частота ионосферы Земли. Импульс продолжался 40 секунд и повторился через 12 часов. Сейсмологи не нашли естественного объяснения источнику столь регулярных колебаний с такой специфической частотой. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун созвал экстренное закрытое заседание Совета Безопасности 27 июня. Тема не разглашалась, заседание длилось 11 часов. После него все 5 постоянных членов Совбеза одновременно увеличили финансирование антарктических программ. Россия на 300%, США на 250%. Что именно скрывается под 4-километровой толщей антарктического льда? Вопрос, на который правительства мира отказываются отвечать публично. Факты говорят сами за себя. Под озером Восток находится технологический объект возрастом минимум 15 миллионов лет, который до сих пор функционирует и реагирует на внешние воздействия. Физик Митио Каку в интервью BBC в августе 2013 заявил, что открытие в Антарктиде доказывает существование развитых цивилизаций задолго до появления человека. Его слова вырезали из эфирной версии, но запись попала в интернет. Каку утверждал, что получил данные от коллег из Российской академии наук. Объект под озером представляет собой автоматическую станцию, оставленную внеземной цивилизацией для мониторинга развития жизни на Земле. Договор об Антарктике пересмотрели в 2014 году. В текст внесли секретное приложение, которое не опубликовали. Журналист Грэм Хэнкок получил от анонимного источника фрагмент документа. Приложение вводит запрет на любые буровые работы глубже 3 километров, в радиусе 1000 километров от Южного полюса, без согласования со всеми членами договора. Фактически это означает замораживание исследований озера Восток. Станция «Восток» возобновила работу в 2015-м, но ее персонал сократили с 25 до 8 человек. Все 8 — военные специалисты с допуском к государственной тайне. Буровая установка демонтирована. Скважину запечатали специальным составом на глубине 3000 метров. Официально для предотвращения загрязнения озера. Спутниковые снимки показывают постоянное присутствие техники возле законсервированной скважины. Инфракрасные датчики фиксируют тепловые аномалии в районе озера каждые 12 часов. Магнитные возмущения продолжаются. Объект под водой работает, но человечество приняло решение не вмешиваться. Астробиолог Кевин Хэнд опубликовал статью в журнале Nature в 2016. Он написал, что обнаружение действующей технологической системы возрастом миллионы лет полностью меняет наше понимание места человечества во Вселенной. Ну что, неужели подо льдами Антарктиды прячутся инопланетяне? Если вам нравятся такие шокирующие открытия, загляните на наш сайт whiteori.com, там вас ждут еще больше интересных историй. Ссылка в описании. Мы не первая цивилизация на Земле и, вероятно, не последняя. Статью отозвали через 3 дня по требованию редакции, но ее успели процитировать 200 научных изданий. Под антарктическим льдом находится работающий артефакт внеземного происхождения. Он производит энергию, излучает сигналы, реагирует на контакт. Его создатели посетили Землю, когда динозавры уже вымерли, но до появления первых людей оставалось 10 миллионов лет. Они оставили автоматическую станцию, которая функционирует до сих пор.
Возможно, она передает данные создателям, возможно, ждет их возвращения. Или ждет, когда земная цивилизация достигнет уровня развития, достаточного для контакта. Пока правительство держит эту информацию в секрете, объект продолжает работать в ледяной тьме, напоминая: мы не одни во Вселенной и никогда не были одни на собственной планете.